Для того, чтобы получить лучшее страховое возмещение по обеспечению сахарного диабета и по также компенсации за визиты. And that this will help people who care for children to take a look and try to benchmark what they do to the different standards available for the best and most careful management. И это позволит людям как бы получить основу для того, чтобы они оценили свою работу с точки зрения наилучших стандартов медицинской помощи. The guidelines are organized in chapters. Руководство организовано в виде глав. I'm not going to read the names. I think everyone here today was provided with the translation. Я считаю, что нет нужды читать название глав. Каждый из вас получил копию перевода. But it's organized into different forms of diabetes, ambulatory care, initial diagnosis, DKA, prevention of hypoglycemia. Организовано разделов по диабетическому кетоацидозу, по амбулаторной медицинской помощи, по гипогликемии, Nutritional management, sick days, exercise. Проблемы питания, физическая активность, ведение в дни с сопутствующим заболеванием, психологическая поддержка, teenage years, подростковый сахарный диабет в подростковом возрасте и осложнения. So the consensus guidelines Консенсусное руководство, a diabetes team, a specialized diabetes team. Оно создано для специальной междисциплинарной команды помощи по ведению диабетов, сахарного диабета, which should consist of a physician который должен состоять из specializing in endocrinology, специалиста в области эндокринологии, or with a special interest in childhood and diabetes, или специально заинтересованные по проблемам диабета в детском возрасте, diabetes nurse specialist or nurse educator, специалиста, медицинская сестра по сахарному диабету и занимающаяся обучением по сахарному диабету медицинская сестра, dietitian and nutritionist, диетолог или специалист по лечебному питанию, a pediatric social worker or psychologist, somebody trained to help deal with the psychosocial and emotional challenges of diabetes management. Педиатрический социальный работник с специализацией по области тренинга у диабета у детей и подростков по лечению хронических заболеваний, психолог с обучением в педиатрии. And it's critical that the diabetes team acknowledge that the child and their family are an integral part of the team. It's not us and them, it's all of us together. И важно понять то, что ребенок с сахарным диабетом и его семья – это важная составляющая часть этой группы лечения. То есть не отдельно они, отдельно мы, а все вместе. And we believe that this understanding and philosophy should be imparted to the family from the beginning of diagnosis, and they need to be reminded of this periodically. И что самое важное, то что семья должна быть с самого начала вовлечена в эту группу терапии, с самого начала установления диагноза сахарного диабета и продолжать в ней постоянно участвовать. And the aims of the diabetes team Цели группы терапии сахарного диабета are to provide expert, practical guidance and skill training, является в обеспечении экспертного практического руководства и тренировки навыков, consistent, repeated diabetes education and training, продолжающееся постоянно повторное обучение по сахарному диабету и тренинг по самоконтролю, up-to-date advice on insulin management, daily glucose monitoring techniques, самые современные последние советы по введению инсулинотерапии, повседневному мониторингу гликемии, технологий и recommended monitoring for comorbidities. И рекомендованный мониторинг сопутствующих заболеваний. Thoughtful introduction of new therapies when they become available.
всеобъемлющее внедрение в клиническую практику новых терапий и технологий as they develop, по мере их развития, and an understanding of and support of all the psychological issues involved in diabetes care. понимание и поддержка всех психологических потребностей семьи. And we believe that our patients should also be informed on what's available in research in their local areas and within the institutions that they get their care. И также мы считаем, что важно информировать пациентов о последних научных достижениях и о тех достижениях, и о тех исследованиях, которые проводятся в их области и, в частности, в тех институтах, к которым они прикреплены. And that the diabetes teams need to be involved in evaluating these new technologies and new paradigms of care. И эти команды, группы терапии сахарного диабета должны быть вовлечены в оценку и этих парадигм и новых технологий лечения сахарного диабета. To advance the understanding and development of care models. Для того, чтобы развивать модели ведения сахарного диабета. So I already talked about glucose monitoring, so I won't do it again. Я уже говорила о самоконтроле гликемии, я хочу повторить заново, что это ключевой камень того, что мы делаем, краеугольный камень того, что нам нужно делать. Recommend that our patients monitor 6+ times a day. Рекомендовано, чтобы проводился мониторинг 6+ раз в день, более 6 раз в день. And that this frequency helps to prevent hypoglycemia and to rapidly correct glucose highs, thus improving overall. Цель такого мониторинга является в коррекции возможно возникающей гипогликемии и в коррекции также чрезмерно высоких уровней сахара крови. Diabetes control and safety. Контроль сахарного диабета и безопасность. So what should we try to achieve? Чего же мы пытаемся достичь? The members of ISPAD believe, члены ISPAD считают, although there was a lot of argument, и много аргументов есть этому, but that at least we should try to target an A1C of 7.5 or less. Что мы должны стремиться достичь уровня гликированного гемоглобина 7,5 или менее. With many individuals at many centers believing that we should attempt for even better diabetes control as we have more tools. Но многие центры считают, что мы даже должны достигать лучшего контроля, так как у нас все больше, гораздо больше стало новых вспомогательных средств. Rapid-acting analogs. Аналоги ультракороткого действия. In 2009, I was fortunate enough to visit Krasnoyarsk. В 2090 году мне посчастливилось посетить Красноярск. And one of the questions that I was asked was what % of our patient used analog insulin? И мне задали тогда вопрос, какой процент наших пациентов используют аналоговые инсулины? And it's actually 100%. И я могу сказать, что это практически 100%. We still have some patients who use MPH. У нас все еще есть пациенты, которые используют инсулин НПХ. And I like particularly to mix regular insulin with the rapid analogs to give kind of like a dual wave for slowly absorbed foods. И также мы проводим смешивание инсулинов короткой и средней продолжительности действия для двойной волны всасывания при приеме пищи с медленно всасывающимися углеводами. But we use the rapid-acting analogs even if the children are still getting MPH. Но мы используем аналоги ультракороткого действия, даже если дети получают НПХ. But about 70+% of our patients are on basal insulin of either Detamir or Glargine. 75 и более процентов наших пациентов педиатрических находятся на терапии аналогами длительного действия, это инсулине Детамире и Гlargine.
The benefit of the basal analogs are a flatter coverage of insulin. However, they are more expensive, but they are more reproducible. So they may be different in one patient compared to the other, but in that same patient, using the same technique, its action is fairly reproducible and therefore more predictable, and it allows us to improve glycemic control. Аналоги инсулинов длительного действия, хотя они более дорогие, они обеспечивают более плоскую кривую, и они более воспроизводимыми. Может быть, различия по профилю действия у разных пациентов, но у одного пациента при введении день ото дня аналогичные, воспроизводимые, мы достигаем гликемический контроль. Thank you very much for Большое your вам attention, спасибо за ваше внимание. Thank you for my interpreter. И спасибо за перевод. I'm happy to try to tackle any questions if I've... Она будет счастлива ответить на ряд вопросов, если у вас они есть. Пожалуйста, кто хочет, задайте вопросы. Не стесняйтесь, да. В консенсусе написано, что рекомендуемый уровень гликированного гемоглобина сохраняется целевой, да, сохраняется менее 7,5%. В вашем центре какие средние показатели и ваше личное мнение? Нет, ну личное мнение, я не о результатах.